Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать интереснейший автомобиль для российского рынка. BMW X1 с трехцилиндровым дизельным мотором. X1 116 S-Drive. Это автомобиль переднеприводный. Такие автомобили у нас в России официально не продавались. Сейчас они становятся проходными. И я думаю, в ближайшее время их будет все больше и больше. И многим будет интересно, как этот автомобиль едет, как разгоняется, хватает ли мощности, какой расход топлива. Но обо всем об этом по порядку предлагаю начать с кузова. Поговорим мы про кузов, как выглядит этот автомобиль, какие тут есть изменения. Ну и потом прокатимся, я вам расскажу свои впечатления об этом автомобиле. Друзья, как вы уже догадались, наверное, этот автомобиль я привез на продажу. Стоимость автомобиля вы можете посмотреть в объявлении, на который я оставлю ссылку в описании к видео. А кого интересуют новые автомобили, предлагаю подписаться на наш телеграм-канал, где мы размещаем актуальные объявления на новые автомобили, которые вы можете себе заказать по перекупским ценам. В общем, вот эта красавица, автомобиль 2019 года. Приехала она из Франции. Я на этом автомобиле проехал уже более 2000 километров. И у меня есть что сказать по поводу этого автомобиля. Ну, по поводу внешки. Автомобиль хоть у нас и F-серии, но решетка радиатора у нас все-таки сделана в стиле G-серии. То есть как на тройках, на пятерках рестайлинговых. Решетка тут одна, то есть она соединена. Автомобиль хоть и не в М-пакете, мы видим, здесь есть большие вставки черного пластика. И именно поэтому сюда и напрашивается черная решетка. Но, конечно же, тут есть у нас еще окантовка серебристая. Опять же, это можно либо поменять, либо обклеить. Видим здесь линзованная оптика, фирменные BMW-шные диодные габаритные огни. Фары здесь и ближние, и дальние диодные. Светят просто отлично, что ближний, что дальний. Но здесь нет автоматического переключения с ближнего на дальний, с дальнего на ближний. Колеса 17 диаметра. Про багажник я вам рассказывать не буду. Здесь салон-багажник, в принципе, такой же, как и в Доресте. Единственное, могу сказать, что здесь есть докатка. Задние фонари здесь диодные, и сделаны они в стиле уже, опять же, тройки G-серии. И я считаю, если бы машина была темного цвета, она не так хорошо смотрелась бы. У нас на этом автомобиле есть AdBlue. Это означает, что у нас автомобиль Евро 6. Так выглядит у нас водительское место. На автомобиле пробег 118 тысяч километров. Салон у нас тряпичный. Из плюсов здесь у нас есть считывание знаков, большой монитор. Для X1, я считаю, это большой монитор. Возможно, наверное, еще больше поставить. Камера заднего вида. Есть у нас предупреждение автомобиля о наезде. То есть автомобиль, если даже вы едете на круиз-контроле, автомобиль сам будет подтормаживать. Здесь у нас нет подогревов сидений. Но машины у нас, как мы знаем, BMW оснащаются фенами электрическими, и как только вы заводите машину, буквально через минуту-вторую уже начинает дуть теплый воздух. Переднее сиденье настроено под меня, сзади усаживаюсь сам за собой, и мы видим, есть вот такое расстояние. Рост у меня 1,73 м, но если у вас будет рост под 1,80 м, и сзади вас уже, я думаю, будет сидеть тяжело такому же человеку, как и вы. Так выглядит салон. Так выглядит у нас машина снаружи, а сейчас я хочу все-таки поговорить про основное. Это про двигатель КПП. КПП здесь стоит робот от компании Getrack, 7-ступенчатый, с двумя сцеплениями. Я не привык ездить на роботах, до этого у меня все автомобили были только на автоматах. Так выглядит у нас подкапотное пространство. Здесь от до реста я отличий никакие не вижу. Хотелось бы сказать про приводной ремень и ролики. На многих этих автомобилях, именно с двигателем 1.5 с 3 цилиндрами, вот здесь появляется ржавый напыл. Где-то в интернете читал, что на этих автомобилях это проблема, рассыпаются ролики. Кто-то говорит, что рассыпается сам натяжитель. Якобы вот эта пружина где-то касается, обтирается и начинает лететь как раз таки вот эта ржавая стружка. Но здесь у меня на натяжитель никакой ржавой стружки не видно. Все-таки мне кажется, что это именно ролик натяжителя. Вот он. Видно, здесь ржавые места есть по краям. Я уже купил ролик, я уже купил ремень. В автосервис загнал машину, кстати, поменял здесь масла. Мне сказали, что это, скорее всего, шкив. Шкив разрушений никаких не имеет. Шкив стоит
оригинальный в районе 60 тысяч рублей. Есть неоригиналы, хорошо, что есть неоригиналы. Есть от компании Inno, стоит в районе 20 тысяч рублей. Я пока не вижу смысла менять тут штиф, так как у него никаких разрушений нет. Я думаю, все-таки здесь надо попробовать сначала разобрать ролик, поменять его, ну и потом посмотреть. Мотор, как я уже говорил, Евро 6 дизельный трехцилиндровый. Здесь у нас 116 лошадиных сил. И многих, наверное, интересует вообще, как едет эта машина, как она разгоняется. Сейчас мы выйдем на трассу. Я вам сейчас покажу, как разгоняется эта машина. У нас дороги сейчас скользкие. 0-100 замерять смысла я не вижу. Посмотрите по спидометру, как разгоняется, и я опишу свои эмоции, скажем так, да. Ну вот, я за рулем автомобиля. Автомобиль у меня прогретый. Я хочу вам показать, как заводится машина. Сейчас нормально завелась. Но эта машина, когда заводишь на холодную, такое ощущение, как будто просто мотор отваливается. Как будто есть какая-то поломка мотора. Но, как я уже говорил, я был обладателем трехцилиндрового бензинового мотора BMW. И, знаете, я вспомнил, как у меня заводилась машина. Она заводилась примерно так же. И когда я только купил тройку себе, у меня были такие же мысли, что с мотором может быть что-то не то. Но когда ты неделю буквально ездишь, много раз завел эту машину, ты понимаешь, что это норма и это особенность трехцилиндрового мотора. То есть ни поломок тут с мотором никаких нет. Но я хочу сказать и предупредить вас, если вы купите трехцилиндровый мотор бензиновый или дизельный, в первое время вам это казаться будет, конечно, дико при запуске автомобиля. Потом, когда вы завели автомобиль, когда уже машина прогрелась, здесь чувствуется все-таки вибрация. И эта вибрация больше, чем, например, на тех же самых BMW 3 серии с четырехцилиндровым мотором. Но это естественно. Хотя тут инженеры постарались уменьшить всякие вибрации, но все-таки полностью избавиться, наверное, от вибрации тут будет сложно. Даже 6-цилиндровые моторы все равно передают вибрацию. Так что здесь вибрация чуть больше. Ну, с этим просто нужно как бы смириться и ездить, и все. Постарался сделать, чтобы вы видели спидометр. Друзья, сейчас хочу проехать, показать. Поставил на D. Едем. Резко газ в пол. Ну, мы видим, да? Едем по снегу. Машина копает, потихонечку едет. Передний привод. Кстати, вот по поводу стабилизации. Я снимал видео про BMW 3 серию, езду по городу, да, как едет машина по заснеженным участкам. Я говорил, что машина просто почти встает на месте. Я давлю на газ по полной, друзья, и у меня машина не едет. Здесь, на переднеприводном BMW, у нас похожая ситуация. Я что хочу сказать? Стабилизация все-таки, вот именно антибукс вот это, да, настроен на BMW не очень хорошо для меня лично. Я хотел бы, чтобы машина прошлифовывала немного, но чтобы она ехала, по крайней мере. В общем, выехал в город. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, друзья, когда машина едет на малых оборотах, до 1500 оборотов, да, в минуту, вы чувствуете в машине какую-то некую вибрацию, которая передается на руль и которая передается на сиденье. Сейчас у нас 1200-1300 оборотов, тахометр показывает, и я вот чувствую эту вибрацию. Она не сильная. Если вы не заморачиваетесь по поводу всяких вибраций и так далее, вы этого даже не заметите. Это не поломка. Это у нас просто так настроен автомобиль. Когда на низких оборотах машина едет, в любом случае вибрация становится все больше и больше. И опять же, вспоминая свою предыдущую машину, бензиновую трехцилиндровую, там была такая же история. То есть на низких оборотах ты тоже чувствовал какую-то некую вибрацию. И это еще не все, друзья. У меня после моей BMW 3 серии с 4 цилиндрами было еще два автомобиля BMW дизельные, 4-цилиндровые. Это тройка 2-литровая и 2-литровый X3. Вот там такая же история. Но когда у вас 2-литровый, то есть 4-цилиндровый мотор, эта вибрация меньше. Но вот на этих 3-цилиндровых моторах вот эта вибрация, конечно, она чувствуется. Чувствуется именно в первые дни, когда вы только вот садитесь в машину, начинаете пользоваться, начинаете ездить. Потом неделя проходит, вторая неделя, и вы опять просто привыкаете ко всему этому. Вы это не замечаете. По поводу тяги. Сейчас я где-нибудь встану на светофоре. Я хочу вам показать, как вообще машина трогается с места. Ну а пока мы едем до светофора, я вам хочу сказать, 116 лошадиных сил в городе вполне достаточно.
Опять же, если сравнивать с бензиновым трехцилиндровым мотором и этот мотор дизельный трехцилиндровый, они плюс-минус по мне едут примерно одинаково. За счет того, что здесь момента больше, этот мотор, естественно, подрывается с места лучше, а тот бензиновый мотор, с места он едет так себе, а вот когда уже разгоняется, я думаю, бензиновый мотор будет разгоняться все-таки быстрее. Дорога скользкая, попробую педаль в пол. Видите, у нас срабатывает стабилизация. В любом случае, как ни крути, эта машина все-таки у нас моментная. Она едет очень хорошо именно с места. Давайте здесь попробую тронуться. Я поставил, кстати, спорт режим. Пол. Ну, шлифует, не может толком разогнаться машина. На 60 только отпускает, скажем так. Ну вот 100 км в час. То есть вот так разгоняется машина с 3 цилиндрами. Ставлю комфорт обратно. По поводу коробки пару слов. По городу она примерно так же, наверное, как и обычный там ZF автомат. Единственное, что, в чем разница есть, это при трогании. Каких-то пинков, тычков при переключении я не наблюдаю. То есть переключает плавно, едет ровно, ничего такого нет. Но вот когда именно трогаешься, ну вот чувствуется, она как-то по-другому трогается. То есть если на автомате она, не знаю, как-то более плавнее, что ли. Я не могу сказать, что это плохо, просто первое время особенно было заметно, что трогается она все-таки по-другому, а не как ZF автомат. Вот опять у нас 1300 оборотов, едем в гору, и вот это появляется вот эта вибрация. Более 1500 оборотов, все, вибрация прекращается. Ну вот, выехали на трассу, и знаете, когда я ехал по трассе первый раз на этом автомобиле, меня очень сильно удивило, что здесь очень хорошая шумоизоляция моторного отсека. Такой шумоизоляции нет на тройках F-серии. Даже, мне кажется, такой шумоизоляции моторного отсека нет на автомобиле BMW X3 дизельным двигателем на G-серии. Даже там, мне кажется, моторный отсек хуже шумоизолирует. Вот я сейчас буду резко нажимать на газ, вот, мотора практически не слышно, хотя мы уже видим 4500 оборотов почти было, да. Вот это меня удивило. Вроде бы машина на класс ниже тройки, ниже X3 тем более, да. X3 у нас уже G-серия идет, то есть, казалось бы, должно быть все лучше и лучше. Но нет, вот шумоизоляция, возможно, это сделано из-за того, что звук трехцилиндрового мотора, он просто ужасно передается в салон. И решили здесь шумоизоляцию сделать какую-то дополнительную, посерьезнее. В плане шумоизоляции моторного отсека, конечно, это высший класс. Сейчас я вам хочу показать разгон со 100 км в час, чтобы вы понимали, как можно или нельзя обгонять на этом автомобиле на трассе. Касаемо еще по поводу коробки робота. Когда ты едешь по трассе, коробка просто может уйти на нейтралку. То есть ты отпускаешь газ, она сама решает, когда ей нужно ставить нейтралку, обороты просто падают у тебя там на 900 и все. Нажимаешь на газ, резко подпрыгивает у тебя стрелка, ну и машина начинает разгоняться. Вот сейчас резко нажимаю на газ, так вот разгоняется машина по трассе. Я думаю, 200 она спокойно поедет. Я лично на этой машине ехал 170-180, я не помню, выжимал, не выжимал. Ну, в общем, она по трассе, по сути, едет уверенно. За счет того, что здесь хорошая шумоизоляция моторного отсека, есть ощущение, что она по трассе вообще не разгоняется. Понятно, 116 лошадей тебе толчка уже по трассе не дадут. Плюс еще нет звука мотора. Вы на газ нажимаете, что-то особо не разгоняет. А потом смотрите на спидометр, у вас уже там хоп, 150 вместо 100 км в час. Ну, то есть вот такой вот момент есть. На этом, наверное, все. Жаль, что не смог показать, как уходит машина на нейтралку. Вот я ногу с педали газа убрал. Машина сама определяет, когда нужно скидывать на нейтралку, когда не нужно скидывать. Возможно, это когда ты едешь с горки или наоборот в горку. Не знаю, я пока еще с этим не разобрался. Могу сказать только лишь, что все-таки иногда, когда ногу отпускаешь с газа, на нейтралку машина перекидывает. И знаете, вот
мне это не совсем нравится, потому что вот ты едешь 130, например, коробка у тебя ушла на нейтралку, пока у тебя с нейтралки выйдет на нужную передачу, проходит все-таки какое-то время. При обгонах я хочу сказать, что это все-таки минус. Для экономии топлива, да, это плюс, но при езде, если это можно как-то перешить, перепрограммировать, я бы, наверное, сделал, чтобы это все-таки не уходило лучше на нейтралку. Можно, конечно, коробку переключать на спорт, но повышенные обороты тоже не всегда нужны. И еще один момент, если вам будет мешать вот эта вибрация, когда обороты падают менее 1500, я думаю, опять же, можно обратиться к тюнерам. Возможно, уже придумали какой-то софт, который не дает падать менее 1500 оборотов в минуту. Самое главное, забываю, друзья, сказать про расход топлива. Расход топлива на этом автомобиле, когда вы ставите круиз на 90 км в час, расход топлива здесь показывает там в районе 3,7 литров на 100 километров. Ну, я считаю, это просто... Такого не бывает. Я никогда не видел, чтобы автомобиль расходовал топливо 3,7. По крайней мере, так показывает бортовик. Заправляешься в этой машине очень редко. Ну и на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Ну и всем пока.